Ночь белой луны. Автор в Велзе читает Кэт Вилд. Глава 16. Чимин, нельзя быть таким жутким собственником. Каждое утро уговаривает нам Джун, осторожно убирая от себя отчаянно вцепившегося в его рубаху руки Пака и уклоняясь от непрекращающихся поцелуев. Но Чимин все равно не хочет отпускать. Ему ничтожно мало того времени, которое они проводят вместе. Он хочет, как раньше, как во время его болезни, чтобы Альфа был с ним ежеминутно и не отходил ни на шаг, чтобы можно было в любой момент ощутить его ладонями и дышать запахом волка, слышать его голос и греться в теплом желтом взгляде. Но стая подготавливалась к очередной охоте, много тренируется и исследует лес. Поэтому Намджун уходит из дома с первыми лучами солнца, а возвращается, когда за окном сгущается непроглядная тьма. «Чимин, нельзя быть таким нетерпеливым», — жарко шепчет Альфа по вечерам, подхватывая на руки Омегу, который бросается ему на шею, едва оборотень перешагивает порог. Но Чимину плевать на убеждения. Проведя целый день без Намджуна, он нестерпимо жаждет ласки и прикосновений. Омега расцеловывает родное лицо, прижимается губами к рту мужа и довольно улыбается в поцелуях, потому что Альфа отвечает с не меньшей страстью и неизменно уносит в спальню, каждый раз игнорируя медленно остывающий на столе ужин. «Чимин, нельзя быть таким ревнивым», — тихим, но строгим голосом отчитывает мужа оборотень, когда один из омег общины, подошедший что-то узнать у Кима, замолкает на полусловие и, извинившись, уходит прочь, замечая недобрый взгляд Пака. Но Чимин продолжает виснуть на руке мужа, не отпуская от себя и не давая шанса кому-либо подойти с глупыми расспросами. В этот день вся община, отложив дела, выходит в лес насладиться последним теплом остывающего осеннего солнца. И Пак не намерен во время прогулки делить своего волка с кем-то еще. Все внимание Намджуна должно принадлежать лишь ему одному. Прогуливающиеся между деревьев оборотни разбиваются на небольшие группы и ведут оживленные беседы. Некоторые из них расстилают принесенные с собой пледы и ложатся отдохнуть. Кто-то разжигает костерки, чтобы поджарить на огне кусочки хлеба, и дети с радостью расхватывают горячие, пахнущие дымом сухарики. Перевоплощенные в волков малыши без устали носятся и затевают шутливые драки, а несколько альфочек даже пытаются охотиться, тщательно обнюхивая редкие кусты и тявкая от восторга, если им удается выследить лягушку или свернувшегося в колкий клубок ежа. «Ты только посмотри на это!» Вдруг негромко восклицает Намджун и быстро шагает в сторону замерших оборотней, утягивая за собой недовольно засопевшего Пака. Они подходят к внимательно наблюдающим взрослым альфам и омегам, и Чимин сразу понимает, что привлекло внимание его мужа. На небольшой полянке, крохотный залитый светом островок между высоких стволов сосен, разгорается настоящая битва. Несколько волчат загнали и окружили огненного рыжего лиса, противника, превосходящего по силе каждого из щенков, но последний значительно больше. Лис, пытаясь вырваться из живого кольца, предупреждающе фырчит, скаля зубы, и делает стремительные броски, но волчата упрямо не дают ему убежать. Противостояние длится уже достаточно долго. Стайка охотников начинает уставать уворачиваться, а лис, замечая, как к поляне постепенно стягиваются взрослые оборотни, с каждой минутой становится все злее. Загнанный зверь мечется в окружении пушистой ребятни, взмахами тяжелого хвоста сбивает их с лап. И первый вымотанный борьбой волчонок отходит в сторону. Вслед за ним постепенно сдаются другие. И из-за усталости или отведав острых зубов лиса, но один, чья темная рыжая шерсть переливается бронзой, продолжает рычать и удерживать добычу на полянке, невзирая на боль от нескольких полученных укусов. «Это Юнгук?»
Пристав на цыпочки, шепчет Чимин и пальцем показывает на рыжего щенка. Младший брат Чонгука. Он самый. Довольно улыбается нам Джун, поглаживая Омегу по спине. Из этого малыша вырастет отличный охотник. И я ничуть не удивлюсь, если когда-нибудь он вместо меня поведет стаю. От услышанного Чимин вздрагивает и отшатывается от Альфы, словно получив звонкую пощечину. Омеге больше не интересен бой волчат. Он уходит прочь быстрыми шагами, не отзываясь на вопросы мужа, и тот следует за ним. Чимину больно. Слова Намджуна ранят душу до кровавых ссадин, как когда-то неосторожно ранили тело его когти. Это несправедливо. Так не должно быть. Альфа не имеет права с интересом смотреть на кого-либо, кроме Чимина. И восхищаться он должен только своим Омегой, а не чужими щенками. За Юнгука пусть радуется его семья. Папа, братья и Чонгук с Тэхёном, которые почему-то отказались идти на эту прогулку. Это они Намджун должны подбадривать волчонка восторженными взглядами. Они Ким, должны мечтать о великом будущем мелкого, который пока еще даже не способен придушить несчастного лиса. Паку обидно до слез, хоть он и сам не до конца понимает, почему сердце бешено бьется, а руки и губы мелко трясутся. Ему не нравятся происходящие в нем перемены, но совладать со своими эмоциями выше его сил. Он каждый день разговаривает об этом с Тэхёном и Юнги, но оба друга в один голос твердят, что просто Чимин влюблен, и именно поэтому так остро реагирует на все, что касается его мужа. Пак этим словам не верит, ведь в песнях и сказаниях любовь всегда легка и беззаботна. Она словно хрупкая бабочка, щекочет и трепетно бьется в груди. А Омеге кажется, что он под завязку набит этими мерзкими насекомыми, которые крылышками-лезвиями безжалостно режут его изнутри и размалывают внутренности в кровавый фарш. На самом деле Омеге нужно не так уж и много. Всего лишь, чтобы оборотень смотрел только на него, думал только о нем и разговаривал только с ним. Неужели он так многого хочет? Это же сущие пустяки. Но вместо этого Альфа позволяет себе абсолютно отвратительные вещи, как, например, восхваление чужих детей. И Чимин от беспомощной злобы сжимает кулаки, размышляя, что если бы не отравление, то он был бы уже беременным от своего волка. И тогда тот точно не стал бы наблюдать за посторонними волчатами, только за своим Омегой и подрастающим в животе их общим малышом. Впрочем, эту глупую оплошность легко исправить. И Чимин, найдя подходящее место вдалеке от всех оборотней, резко разворачивается к Намджуну и выпаливает: «Я хочу родить от тебя ребенка». «Чимин, ты не беременный», — напоминает Альфа, на что Омега упрямо вскидывает голову. «Ну, я могу им стать, и очень скоро». Парк нервно облизывает губы и уже более спокойным голосом продолжает: «Я же человек, а значит, следующая течка будет уже через 2 или 3 месяца. Я могу забеременеть этой осенью, а следующей весной или в начале лета родить нам малыша». Чимин морщится от того, как унизительно просяще звучит его голос, и успокаивает себя тем, что муж с радостью примет его предложение. Но тот неожиданно сутулит плечи и отводит взгляд. «Нам нельзя», — сдавленно сипит Намджун. «Кто осмелится нам запретить? И почему мы вообще должны у кого-то спрашивать разрешение?» — надменно интересуется Омега. «Нам нельзя заводить ребенка в ближайший год. Сакджин сказал, что после отравления это может быть небезопасно для твоего здоровья, и настойчиво посоветовал воздержаться от подобных решений». Альфа, заметив, как зло сощурился Омега, пытается его успокоить. «Но ты не должен переживать об этом. Поверь, год пройдет незаметно, и уже следующей осенью мы обязательно попробуем». «Попробуем?» — неверяще шепчет Чимин. «Ты сказал, что мы попробуем? То есть существует вероятность,
Что у нас это не получится? Что я не смогу забеременеть? Ну, я неправильно выразился. Начинает быстро оправдываться нам Джун. А может, случайно выболтал то, что хотел сохранить в тайне от меня? Что еще сказал тебе Сакджин? Что я теперь бесплодный? Я стал никчемным, бесполезным омегой? Чимин, оставь меня в покое. Я хочу побыть один. Трагично выдыхает омега и уходит от Альфы. Но, увидев, как тот идет за ним, оборачивается. Я сказал, отстань от меня. Чимин уходит все глубже в лес, подальше от оборотней и Намджуна, который подозрительно легко выполняет его требования. Крепко сжав губы, продирается сквозь густые кустарники и отфыркивается от налипшей на лицо паутины. Голова гудит от мыслей, и ни одну из них Чимин не может назвать радостной. Глупый Сакджин, раздраженно размышляет Омега, и от досады пинает попавшуюся под ноги сухую ветку. Как он только мог усомниться в моем здоровье. И Намджун ничуть не лучше. Попробуем мы. Чего там пробовать? Заделал мне ребенка, и дело с концом. Как будто это такая сложная задача. Вот пускай только течка начнется, я сразу же забеременею и рожу самого крепкого и храброго альфочку во всей общине. Чтобы мой волк даже думать забыл восхищаться чужими щенками. И что он там мне про своего бывшего рассказывал? Что тот родил мужу двойняшек-омежек? Ха! Я Намджуну сразу тройняшек подарю. И тоже омег. Еще посмотрим, кто тут лучший муж. Окончательно запутавшийся в собственных мыслях и так и не решив, кого же он родит сначала, крепыша Альфочку или тройню очаровашек-омежек, Чимин продолжает уходить в лес все дальше. Он уже давно не видит под ногами троп и не слышит чужих голосов, но заблудиться не боится. Немного успокаиваясь от быстрой ходьбы, Омега постепенно замедляет шаг и удрученно вздыхает, что зря он был так груб с мужем. В конце концов, Намджун не виноват, что поверил словам лекаря. Этот напыщенный петух кого угодно заболтает. Решив, что нужно обязательно извиниться за свое поведение перед мужем и в ближайшее время серьезно поговорить с Акджином, Чимин присаживается у ближайшего кустарника, чтобы немного отдохнуть и набраться сил для обратной дороги. Но уже спустя некоторое время вскакивает на ноги и испуганно отбегает от зарослей, услышав негромкое пыхтение. Чуть качаются потревоженные ветки, и из кустов выбирается забавный малыш. Омега невольно улыбается, разглядывая маленького бурого медвежонка. Тот выглядит не просто безобидным, а даже слегка испуганным близостью человека. Но любопытство берет свое. Коротко переступая кривыми толстыми лапками, звереныш боком готовится убежать в любой миг, подкрадывается чуть ближе и шумно втягивает носом воздух, принюхиваясь к незнакомому запаху. Еле слышно ворчит и недоверчиво косится черными блестящими глазами. «Не бойся, маленький». Омега немного подгибает ноги, чтобы казаться менее высоким и устрашающим, и делает осторожный шаг навстречу медвежонку. Он ни разу в жизни не встречал в лесу диких зверей, и ему нестерпимо хочется пообщаться с этим трогательным малышом, который наверняка родился лишь прошлой зимой. Хочется погладить спутанную бурую шерстку и вытащить из нее застрявшие колючки репейника, потрогать ушки детеныша, и если тот разрешит, то и немного подержать на руках. «А ты почему тут совсем один? Заблудился?» Размышляя, разрешит ли Намджун оставить себе потерявшегося одинокого медвежонка, если получится его поймать и принести в общину, Омега безбоязненно протягивает вперед руку, но не успевает даже коснуться кончиками пальцев в чужой шерсти, как слышит бешеный крик своего Альфы. «Чимин, беги!» Вопль ужаса тонет в оглушающем диком реве. Чимин падает назад и, быстро перебирая ногами, отползает к ближайшему дереву, за которым уже прячется перепуганный медвежонок.
Ветки кустарника трещат под подминающим их тяжелым телом, и Омега видит, как к нему бежит огромный медведь. Взбешенное животное смотрит налитыми кровью глазами и широко раздувает ноздри. Он быстро приближается и встает на задние лапы, чтобы одним ударом выбить жизнь из человека, посмевшего подойти так близко к его детенышу, но отшатывается назад, когда в стремительном прыжке на него набрасывается волк. Омега шарит ладонями по земле, надеясь найти камень. Он должен помочь нам, Джуну, обязан хоть как-нибудь отвлечь внимание медведя и болезненно ранить его точным броском булыжника в голову. Оборотню не выиграть эту битву в одиночку. Он слабее зверя, ярость которого увеличивается с каждым мигом от звонкого повизгивания медвежонка. Медведь ревет и широко размахивает передними лапами, стремясь смести со своего пути волка и человека, которые осмелились встать между ним и детенышем. Но оборотень ловко уходит обрушивающихся на него ударов и сам нападает в ответ, не давая приблизиться ни на шаг к сжавшемуся Омеге. Джонни глухо рычит и царапает челюстями, ранит обезумевшее животное и молниеносно уходит в сторону, избегая когтистых лап. Но медведь, словно не замечая полученных укусов, продолжает прорываться к истошно вопящему медвежонку. Совсем рядом слышен вой спешащих на помощь оборотней, и Чимин облегченно выдыхает и прикрывает глаза. Слишком рано. Внезапно раздается громкий волчий визг, и Омега с ужасом смотрит, как отброшенный в сторону Джуни замирает на земле, а медведя обступает стая. Оборотни встают перед зверем непроходимой стеной. В рычании скалит острые зубы, а один из них гонит медвежонка прочь от места битвы. Медведь, замечая, что его детеныша больше нет рядом, еще недолгое время устрашающе размахивает перед собой, после чего тяжело опускается на все 4 лапы и устремляется вслед за своим малышом. «Джуни!» — жалобно зовет Чимин, и тот отзывается на дрожащий голос. Волк, пытаясь подняться, слабо скребет по земле лапами, но его останавливает успевший перевоплотиться Хасок. Альфа бегло осматривает сочащиеся кровью рваные раны на боку лежащего оборотня и, подзывая собратьев, машет рукой. Его надо отнести к Сакджину. «Пак, Чимин, ты идиот!» — мысленно ругает себя Омега, медленно бредя в сторону дома лекаря. Его мелко трясет от пережитого ужаса и мрачных опасений за судьбу мужа. Ноги, словно набитые ватой, еле шевелятся, и ведущий Пака Альфа из стаи охотников крепче обнимает его за плечи и шепчет что-то ободряющее, но тот не может разобрать слов. Не надо было просто прогнать медвежонка, дать хорошего пинка этому вонючему клубку шерсти, и его папаша сразу побежал бы за ним. Продолжая сокрушаться из-за собственной неосмотрительности и глупости, Чимин подходит к дому лекаря и хочет подняться по ступеням крыльца. Но внезапно перед ним встает Хасок. Сейчас заходить никому нельзя. Сакджин зашивает раны. Слабость улетучивается из тела, заменяясь пламенем жгучей злости. «Кто ты такой, чтобы останавливать меня?» — шипит Чимин, пытаясь обойти Альфу, но тот неизменно возникает у него на пути. «Немедленно пропусти, а не то...» «А не то что?» — насмешливо интересуется оборотень. «Драться со мной будешь?» Будь на месте Хасока обычный Альфа, Чимин именно так и поступил бы, врезав от души кулаком по нахальной морде. Но бить оборотня бесполезно. Это Омега понял еще с тех времен, когда отбивался от Намджуна. И поэтому, пригрозив Альфе пожаловаться на его отвратительное поведение мужу, Пак садится на нижнюю ступеньку крыльца и начинает терпеливо ждать. Время идет мучительно медленно. Чимин чутко прислушивается во все звуки, доносящиеся из распахнутого окна, опасаясь услышать вскрик боли или сдавленный стон, но улавливает только негромкое металлическое побрякивание и тихий успокаивающий голос Сакджина. Омега сначала сидит, похлопывая себя ладонями по коленям,
Потом встает и нервно прохаживается мимо окна. Успевает раза 3 окончательно сойти с ума от беспокойства и, наконец-то, слышит от лекаря громкое разрешение войти. Быстро проскользнув в дом, Чимин решительно направляется в спальню, в которой лежит его тяжело раненый муж. Поговори с ним немного. Намджуну от этого легче будет, но не утомляй долго беседой. Услышав наставление, Омега останавливается и поворачивается лицом к лекарю. Какая разница, буду я с ним разговаривать или нет? Волк не поймет моих слов. Намджун сейчас в человеческом обличии, не прекращая мыть в железном поддоне иглы и ножницы, коротко отвечает Сакджин и чуть хмурится. А почему ты считаешь, что после перевоплощения мы перестаем понимать речь? Чимин ошарашенно округляет глаза. А действительно, почему он так думал? Сам изо дня в день убеждался, что все услышанное об оборотнях и его родной деревне полная чушь. Но так и не соизволил узнать правду у того же Юнги. Вот дурак. Омега робко проходит в комнату и опускается на колени перед кроватью, на которой лежит укрытый легкой простыней Альфа. «Намджун, прости меня», — скулит Омега, обхватывая руками широкую ладонь мужа. «Со мной все в порядке, мой хороший», — ласковым голосом шепчет Намджун и чуть сжимает чужие пальцы. Но Чимин отрицательно мотает головой. Не в порядке. Он видит побледневшее лицо своего Альфы и его обескровленные и искусанные губы. Замечает, как он часто дышит и обессиленно прикрывает глаза. А еще у Альфы непривычно холодная ладонь, и на его лице блестят мелкие капельки пота. Смотреть на беспомощно лежащего оборотня, который всего час назад был здоров и пострадал из-за его чиминовской глупости, Омеге осознавать невыносимо. Пак с тревогой вглядывается в потускневшие желтые глаза и утыкается лицом в бок мужа, заходится слезами. Он плачет, как маленький ребенок, не стесняясь и не скрывая своей слабости и страха. Громко всхлипывает и шмыгает носом, вымачивает чужое постельное белье. Плачет второй раз за те месяцы, что провел в общине. Первый раз был из-за амулета, который лежит выброшенным где-то под окном дома, потому что теперь он Чимину не нужен и никогда больше не станет ценен. Омега, еще днем сомневающийся в чувствах мужа, сейчас твердо уверен. Никто и никогда не любил его так, как любит Намджун. Паку стыдно за свои мысли. Но в голову невольно лезут воспоминания с белой ночи. Он помнит своих родителей, которые, даже будучи твердо уверенными, что их сына уводят на верную смерть, не попытались остановить оборотней или хотя бы поговорить с ними. И Чимин этому рад, правда? Меньше всего на свете он хотел бы, чтобы его родные были мертвы, но они смирились с его потерей, а муж нет. Отец не мог победить оборотней и позволил увести Чимина, а Намджун, не задумываясь, ринулся в бой с противником, который тоже превосходил его по силе. Его родителям есть ради кого жить, кроме младшего сына. Для Намджуна Чимин — это вся его жизнь. «Прости меня», — еще громче воет Пак, чувствуя на своих волосах мягкие поглаживания мужа. «Я больше никогда тебя не подведу. Буду самым хорошим и послушным Омегой. Ты только...» Он запинается, не осмеливаясь произнести вслух страшные слова. «Не уходи, не бросай меня одного». В комнате раздается слабый хриплый смех, и Омега, прекращая плакать, непонимающе смотрит на мужа. «Ты думаешь, что я сейчас умру?» Морщась от боли, хохочет Намджун и тыкает пальцем в свой перевязанный бок. «Чимин, это всего лишь несколько царапин. Они зарастут через пару дней». «Минимум через 5», — перебивает Альфу, суетящийся рядом с Акджин. «А через неделю я уже смогу, как и было запланировано, выйти на охоту», — продолжает Намджун, недобро косясь на лекаря. «Не раньше, чем через 2», — отзывается Сакджин. «Тогда какого лешего ты лежишь и корчишься, как умирающий?»
Возмущается Чимин. Потому что мне действительно больно, объясняет Альфа и хлопает ладонью по постели. Залезай. Чимин быстро ложится рядом и прижимается к мужу. Ты на меня не злишься за те слова, которые я тебе наговорил, когда думал, что ты ничего не понимаешь? Интересуется Омега и, получив отрицательный ответ, продолжает. А почему тогда не признался сам, что волк понимает человеческую речь? Во-первых, мне было очень интересно знать, какие мысли бродят в голове у моего любимого мужа. А во-вторых, Альфа хитро прищуривается. Чимин, ты правда думал, что если попросишь, то я начну, как несмышленый щенок, гоняться за собственным хвостом? Ты следил за мной сегодня. Пытаясь скрыть смущение, Омега ладонью убирает с чужого лба прилипшие прядки волос. Часто так делал. Каждый раз, когда была такая возможность. Намджун чуть приподнимает голову и тянется за поцелуем. Болезненно выдыхает, удобнее укладываясь на кровати и закрывает глаза. А Чимин неподвижно лежит рядом, боясь потревожить спокойный сон родного и самого любимого на свете оборотня. Альфа крепко обхватывает рукой ствол дерева, и Чимин вместе с другими омегами отбегает от яблони, чтобы уже через минуту начать собирать под ней же раскатившиеся крупные плоды. И зачем только они нам нужны? Быстро работая руками, ворчит Чимин, обращаясь к ползающему рядом по траве Юнги. Жесткие, кислые. Кто их есть добровольно будет? Это особый сорт. Также недовольно бурчит в ответ оборотень. Сейчас яблоки не очень хороши, но мы их пересыпаем в ящики, перекладываем сеном и убираем в погреб. Вот там они потихонечку дозревают и зимой становятся мягкими и вкусными. Сам в этом убедишься. Юнги закидывает в корзину еще пару плодов и садится, скрещивая ноги. Явно собираюсь немного отдохнуть. Чимин устраивается рядом, все еще недоверчиво поглядывая на собранный урожай. Где только стаю охотников носит. Через теплую кофту, любовно поглаживая свой живот, тихо возмущается Мин. И Чимин сразу понимает причину недовольства оборотня. У меня течка со дня на день начнется, а хасоком даже не пахнет. Вот только пусть попробует вовремя не вернуться и не заделать мне в этом году волчонка. Он тогда домой сможет зайти не раньше следующей осени. А ты чё грустный? Уже более мягким голосом интересуется Мин, замечая, что сидящий рядом тоже не в настроении. По Намджуну соскучился. Хоть соскучился, хоть не соскучился. Разницы никакой. Вяло отвечает Чимин, наблюдая за вольготно устроившимся на пледе Тэхёном, вокруг которого безостановочно суетится Чунгук. Намджун мне и до охоты совсем внимания не уделял. Омега явно преувеличивает, но считает, что ничего страшного в этом нет, потому что проведенного до охоты времени с Альфой ему действительно катастрофически не хватало. А вот сочувствие и поддержка, ускоряющая зацокавшего языком Юнги, будет очень даже кстати. Вас затянула рутина, и семейная жизнь стала пресной и предсказуемой. Понимающе качает головой Мин, но тут же заметно приободряется. Не переживай, ты обратился по нужному адресу. Я с радостью тебе подскажу, как разжечь в ваших отношениях почти потухший огонь. Омега смотрит настороженно, вспоминая, какие советы давал оборотень перед днем свадеб. Но взгляд Юнги открытый ясен, и Чимин решает ему довериться. «Забудь обо всем, что ты якобы знала о семейной жизни», — начинает наставительно говорить оборотень. «Все эти сказочки про то, как сильно любит Альфа покорных и уступчивых омежек, поверь мне, это полная чушь. Сейчас я открою тебе секрет идеальных отношений. Его мне рассказал мой папа, а ему мой дед, а деду мой прадед. Я уже понял, что это мудрость, проверенная годами», — нетерпеливо перебивает Омега, на что Мин насмешливо закатывает глаза. «Скажешь тоже, годами. Она целыми поколениями проверена.
Значит так. Для начала ты должен понять, что в охлаждении ваших чувств виноват лишь ты один. Оборотень машет руками, требуя замолчать возмущенно вскинувшегося Чимина. И продолжает. Я понимаю, что Намджун был ранен, и ты заботился о нем. Но твоя чрезмерная опека разбаловала Альфу. Чимин, ты Омега, а значит, принимающая сторона, понимаешь? Если ты хочешь нравиться своему мужу, не только когда он желает тебя трахнуть, но и во все остальное время, то запомни, нельзя перед ним вилять хвостом и пытаться заслужить ласку. Он окончательно к тебе интерес потеряет. И обижаться тут не на что. Такими нас создала природа. Омега требует, а Альфа ему это незамедлительно предоставляет, ощущая себя при этом добытчиком и героем. Да хоть на Тэхёну посмотри. Он как быстро разобрался, как быть любимым и желанным. И уже несколько дней мужу покоя не дает. То ему жарко, то холодно, то одного хочет, то другого. А Чонгук и рад стараться. Скачет вокруг оленем. Глаза блестят, морда красная. Ну, сразу же видно, что счастлив. Чимин грустно вздыхает и внимательнее наблюдает за Тэхёном, который с благодарной улыбкой берет протянутый Чонгуком пирожок. Но один раз откусив, откладывает в сторону и обиженно поджимает губы. А Альфа начинает судорожно рыться в лежащем рядом мешке, видимо, пытаясь побыстрее отыскать пирожки с другой начинкой. В последнее время Ким действительно стал более привередливым, но отношения между супругами это пошло только на пользу. «Дай своему Альфе почувствовать себя незаменимым», — продолжает поучать Юнги. «Капризничай и требуй от Намджуна. Вот чего тебе не хватает?» «Да у меня вроде все как есть», — пожимает плечами Чимин. «На лету не схватываешь», — разочарованно тянет Имин. «Давай я тебе тогда покажу. Если тебе в мужья достался хитрозадый Альфа, который умудряется заранее предугадать все твои потребности, а устраивать ему хорошие встряски необходимо как минимум раз в месяц, то тогда ты можешь погрустить». «Чего?» — не понимает Чимин. «Погрустить», — нетерпеливо повторяет Мин. «Это вот так делается. Приходишь домой, садишься у окошка и давай с унылой рожей на улицу смотреть. Знаешь, как Намджун перепугается?» «Не уверен, что он вообще это заметит», — грустно хмыкает Чимин. «Еще как заметит», — жарко уверяет Юнги. «Особенно, если ты при этом ужин ему не приготовишь. Сразу начнет в глазки заглядывать и спрашивать, чем же так сильно расстроен его любимый муж? А ты взгляд отводи, обнимать не давай и вздыхай задумчиво. Но ничего не объясняй. Во-первых, потому что и сам не знаешь, а во-вторых, пусть Альфа самостоятельно догадается». Но в ответ Пак лишь недоверчиво качает головой. Ведь в его родной деревне неуместно загрустившая Омега скорее получит от мужа бодрящую оплеуху, чем заботу и внимание. «Не нравится этот вариант?» — интересуется Юнги. «Тогда ты можешь устать». «От чего?» — начинает хихикать Чимин. «Я же практически ничего не делаю. До прихода в общину я работал гораздо больше». «Да какая разница от чего? Главное, что устал», — взмахивает руками Юнги, недовольный весельем Омеги. «Вот как только Альфа в дом заходит, так ты ему с порога и сообщай. Я устал. А потом разворачивайся и уходи в спальню. Только не очень быстро, чтобы муж успел догнать и на руках отнести. Можешь даже при этом поясницу потереть или ладонь к лбу приложить. А когда окажешься в постели, надо немного постонать. Но делать это ты должен жалобно, а иначе Альфа возбудится, и вместо заботы получишь». Что именно он получит от своего мужа, если будет стонать недостаточно грустно, Чимин узнать не успевает. По яблоневу саду разносится звонкий мальчишеский крик. «Охотники вернулись!» И Юнги, забывая о разговоре, резво вскакивает на ноги и мчится в сторону общины, таща за собой едва поспевающего Пака. Они бегут по улицам в окружении других оборотней,
которые подбадривают Чимина громкими восторженными воплями, но никто не смеет обогнать мужа главного охотника. И юнги отпускают чужую руку, давая человеку право первому оказаться на поляне. Пак по инерции пробегает еще несколько метров и радостно вскрикивает, оказываясь заключенным в объятия своего альфы. Быстро оглядывает его с головы до ног. «Все в порядке? Никто из стаи не был ранен?» Вместо ответа Намджун обхватывает ладонями затылок Омеги и наклоняется за долгожданным поцелуем, показывая, как сильно он соскучился. Омега скучал не меньше, но через несколько минут все же выскальзывает из кольца сильных рук. «Ты куда собрался?» — спрашивает оборотень, не скрывая обиды в голосе. «Помогать!» — весело кричит в ответ Чимин и устремляется в гущу суетящейся толпы. Он, охваченный общим ликованием, скользит между альф, что подвешивает горланищую на разные голоса дичь, и подставляет ведра под потоки крови. Собирает в тазы внутренности выпотрошенных животных и довольно облизывается, представляя жирные пироги с сочным ливером, которые будут испечены к вечернему празднику. Звонко смеется, наблюдая за волчатами, которые гоняют по поляне зайцев, и, спохватываясь, спешит к юнги, в одиночку несущему в сторону погреба тушу вепря. «Ну, сейчас этого оттащим и пойдем вон за тем оленем. Справимся вдвоем». Мин широко улыбается и вытирает ладонью взмокший лоб. Ненадолго выпуская из рук ношу, скидывает с плеч мешающую кофту, но тут же напяливает ее обратно, услышав возмущенный крик Хасока. «Юнги, немедленно оденься и застегнись на все пуговицы. У тебя же течка скоро начнется. Хочешь ее провести, захлебываясь соплями?» Поздним вечером, выслушав торжественную речь вожака, Чимин выходит из-за стола и направляется к жертвенному камню. Нельзя сказать, что он абсолютно спокоен, но его пальцы сжимают ладонь Намджуна, и все сомнения и тревоги уносятся прочь. Омега становится у алтаря, небрежно стряхивает с себя мешающий меховой жилет и протягивает руку, принимая блестящий серебром кинжал. Недолго примеривается и одним неумелым, но сильным ударом вспарывает жертвенному ягненку горло. Из-под тонкого лезвия вырывается упругая струя, и Чимин невольно вздрагивает и прикрывает веки, чтобы в глаза не попали оросившие его грудь и лицо капли крови. Омега широко улыбается, посмеиваясь над собственной неаккуратностью, и замечает в свете факелов, как бледнеет от страха Намджун. Омега вертит головой, разглядывая притихших оборотней, в глазах которых плещется тот же безмолвный ужас, и жалобно смотрит на мужа. Он не понимает, что сделал не так и чего испугалась община. Но тут со скамьи вскакивает юнги, восторженным воплем и овациями, нарушая накрывшую поляну тишину. Вслед за ним резво встает Тэхён и не сильно пинает ногой замешкавшегося Чонгука. Поднимаются со своих мест охотники, следуя примеру Хасока. И вскоре вся община, позабыв о случившемся, радостными криками выражает благодарность Паку за принесенную в жертву истекающего кровью ягненка. Намджун с почтительным поклоном передает вожаку кинжал и, крепко сжав чужую ладонь, быстро уводит Омегу на самый край поляны, в темноту, подальше от глаз начавших пир оборотней. «Переодевайся живо!» Чимин, путаясь в завязках, изумленно смотрит, как Альфа быстро стягивает через голову собственную рубаху. Намджун помогает мужу избавиться от заляпанной кровью одежды, облачает его мелко дрожащего от холодного ночного воздуха в собственную вещь, сверху укутывает в прихваченный меховой жилет и до хруста костей прижимает к своей груди. «Джунни, что случилось?» — жалобно стонет Чимин. «Все в порядке, мой хороший». Альфа пытается говорить твердо, но Омеге не нравится показательно спокойный голос. А еще не нравится, как Альфа, возвращаясь к накрытым столам, с ненавистью швыряет снятую чиминовскую рубашку в один из костров.
Ты хотя бы сейчас можешь мне объяснить, что произошло у жертвенного камня? Интересуется Чимина у мужа, когда они после долгого пиршества неспешно идут домой. Не обращай внимания, это пустяки, отмахивается Намджун, но, увидев требовательный взгляд, все же неохотно отвечает. Испачкаться жертвенной кровью – это плохой знак. Чуть не уронить кинжал, как это сделал Тэхён, плохой знак. Случайно обляпаться тоже. Хорошие предзнаменования у вас бывают? Со смехом фыркает Пак. Конечно, бывают. Радостно отзывается оборотень, меняя тему разговора. Но при этом прижимает к себе Омегу еще плотнее, словно силясь уберечь от беды.